Глава Пентагона с пакетом военной техники в Киеве, Лукашенко на шаг ближе к Гааге, а Навальный делает резкое заявление. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. Оборона Часова Яра. Издание Бильд утверждает, что оккупанты продвинулись вперед. После 5 месяцев ожесточенных боев российская армия вторжения прорвала украинский фронт. Буферная зона создана, но не там, где хотели бы россияне. Мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории. Еще одна страна поддержала иск против Лукашенко в Международный уголовный суд. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии. Не забывайте подписываться на канал, все это очень важно. Поехали. Украина смогла создать буферную зону на территории России благодаря операциям ВСУ в Курской области, говорит президент Украины Владимир Зеленский. В своем сообщении в Телеграм он подчеркнул, что вместо буферной зоны на украинской земле, как планировала Россия, Украина смогла создать ее на территории российской. Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории. Благодарен всем нашим воинам за храбрость, но особое ударение – пополнение обменного фонда для Украины ради освобождения наших людей из российского плена. Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Цырским, обсудив ситуацию на всех направлениях фронта и результаты операции в Курской области. Он отметил, что украинские военные сохраняют позиции и препятствуют расширению войны на территории Украины. Также были поставлены новые задачи по переговорам с международными партнерами для усиления оборонной поддержки. Глава Пентагона Ллойд Остин во время визита в Киев объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму $400 миллионов. Остин отметил, что США под руководством Джо Байдена продолжают наращивать поддержку Украине. Визит Остина в Киев был не анонсированным. Пакет, который привез глава Пентагона, включает БТР М113, снаряды для «Хаймарс», 155 и 105 миллиметровые артиллерийские снаряды, минометные системы разных калибров и снаряды к ним, джавелины и подобное вооружение, спутниковое коммуникационное оборудование, стрелковое оружие и боеприпасы и логистическое обеспечение. Сам визит направлен на две цели. Первое – это то, чтобы поддержать Украину, исходя из сегодняшних оперативных нужд, то есть то, что необходимо прямо сейчас на поле боя. Имеется в виду это снаряды, это боеприпасы, это средства противовоздушной обороны, как один из значимых довольно-таки важных пакетов поддержки, поскольку мы понимаем, что Россия не отказалась от политики ракетного террора в отношении Украины и угрозы обстрелов масштабных украинской энергетики и гражданских объектов инфраструктуры сохраняются. Соответственно, нам необходима помощь оперативная. И второе – это среднесрочное и долгосрочное планирование. Могу сказать, что это касается того, чтобы Украина смогла пройти период так называемой процедуры транзита власти в Соединенных Штатах. Ранее президент США Джо Байден посетил Берлин для обсуждения ситуации вокруг российского вторжения с лидерами Германии, Франции и Великобритании. Кроме того, США заявили о готовности предоставить Украине до $20 миллиардов в рамках кредита G7, который будет погашаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Мы с вами об этом говорили в эфире «Нехта Лайв». Российские войска прорвали оборону Часова Яра в Донецкой области и будут наступать на город с юга, считает так аналитик Бильд Юлиан Рёбке. Битва за Часов Яр продолжается уже почти год, и российские силы несколько месяцев не могли форсировать канал Северский Донец-Донбасс на востоке города. Но в пятницу чеченские авангардные подразделения смогли преодолеть его и продвинулись на 2,5 километра на запад вдоль южной окраины города. По мнению Рёбке, маловероятно, что российские войска продолжат наступление на запад. Скорее всего, их цель – движение на север, чтобы атаковать центр Часова Яра.
После 5 месяцев ожесточенных боев российская армия вторжения прорвала украинский фронт южнее Часова Яра и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 километрах за каналом. Видны российские солдаты, поднимающиеся на здание и готовящие там сцену. Навальная пойдет в президенты. Вдова Алексея Навального Юлия заявила, что намерена баллотироваться в президенты России, если сможет вернуться в страну. В интервью русской службе BBC она подчеркнула, что главная цель – приблизить и сделать возможными перемены в стране. Но Юлия Навальная признала, что пока Владимир Путин остается у власти, ее возвращение в Москву и в Россию, к сожалению, невозможно. Видите ли вы себя кандидатом в президенты России? Вы ставите перед собой такую цель? Моя цель – сделать все, чтобы помочь добиться перемен. Если я вернусь в Россию, я буду участвовать в выборах. Как кандидат? Как кандидат. Мне очень важно оставаться близкой со всеми моими сторонниками и людьми, которые поддерживали моего мужа. Сейчас многие из них стали моими сторонниками. Я думаю, что Россия и российская оппозиция переживают очень сложный период. Очень многие оказались в изгнании, многие в депрессии, многие разочарованы. Но не я. Несмотря на все эти ужасные вещи, которые произошли в моей жизни, я просто верю, что однажды, рано или поздно, все изменится. Навальная в интервью подчеркнула, что считает Владимира Путина лично ответственным за смерть Алексея Навального в колонии. Она заявила, что хочет видеть Путина в тюрьме, но не в комфортных условиях Гааги, а в российской тюрьме. По ее словам, таким образом он бы смог на собственном примере увидеть, до какого состояния довел страну, и осознать свою ответственность за это. Министерство иностранных дел Латвии поддержало обращение Литвы в Международный уголовный суд с требованием расследовать преступления против человечности, совершенные в Беларуси. Об этом ведомство сообщило Белсату. Пресс-секретарь МИД Латвии Диана Эглите отметила, что министерство сотрудничает с другими государственными учреждениями для оценки представленных Литвой аргументов и доказательств. Она подчеркнула, что Латвия остается приверженной поддержке работы МУС, продвижению глобальной справедливости и эффективной системы международного правосудия. Ранее Международный уголовный суд принял пакет документов по запросу Литвы, подписавший Римский статут, и документы эти с доказательствами преступлений, совершенных во время репрессий в Беларуси.
Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал. Все это непременно очень важно, как и кнопочка «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. У меня на этом все. До встречи и хороших вам новостей.